Слава Украине, привет всем от Полонского. Интересно, тут индусы пишут про пакистанцев. Ну, скажем так, может быть и ИПСО, потому что про нас подобные вещи тоже писали. Может быть и не ИПСО. Значит, что пишет индийская пресса? Что родственники нескольких самых главных пакистанских генералов срочно выехали из Пакистана в другие страны, возможно, в Лондон, в преддверии проблем между Пакистаном и Индией, значит, с тем, чтобы, как пишут индийская пресса, не попасть под мобилизацию. Вот это интересный момент. Я так себе подумал, если правда, то они наверняка приедут в Лондон туда. У нас же там минометчик, вы же помните, сидит. Главный минометчик Украины, лейтенант, старший лейтенант, по-моему, да? Он же не просто старший лейтенант, он еще и депутат Верховной Рады, да. Но он, видите, он занял оборону в Лондоне и оттуда охраняет свои шикарные эти гигантские землевладения в Украине. Вот, прямо вместе с минометом, наверное, сидит на позиции там в Лондоне и смотрит, чтобы враг не прошел. Да, у нас есть батальон Монако, но есть же еще и батальон в Лондоне, да, который сидит там и вот уверенно так смотрит таким взглядом, да. Он же старший лейтенант, да. И вот я думаю, что пакистанские минометчики присоединятся сейчас там к нашему минометчику, и будут они вместе там минометить. Прямо из Лондона, да, вот такой вот момент очень интересный. Так что, видите, ухилянты есть не только у нас, как оказалось, есть вот тоже вот товарищи, как говорится, пакистанские, которые вовремя смекнули, что ну его нафиг, сделаем ноги, как говорится, да. Мне почему-то кажется, что в Индии тоже такие же найдутся. А что ж вы думаете? Вот, не один же старший лейтенант, как ее там, старший лейтенант, что-то такое, это, как ее, певица Аллегрова, не Аллегрова, я уже забыл даже, как фамилия. Чем младший лейтенант, что-то такое она пела песню. А у нас старший лейтенант, да, минометчик. Да, твою дивизию. Да, так вот, следующая новость, она из Соединенных Штатов Америки. И знаете, вот если бы, она бы явно годилась раньше, вот если бы при предыдущих президентах Соединенных Штатов Америки, вот эта новость точно годилась бы для Пакистана. И то даже для Пакистана она была бы несколько диковатой и глуповатой. Но тем не менее, читаем. Администрация Трампа будет оценивать госслужащих по критерию лояльности президенту, пишет Wall Street Journal. Да, со ссылкой на внутренние документы Управления по делам персонала США, Office of Personnel Management. Да, то есть, в чем тут дело? Дело в том, что вообще-то государственные служащие каждой страны должны, по идее, служить народу вот этой страны, на основе Конституции этой страны и законов этой самой страны, в том числе Соединенных Штатов Америки. Значит, они должны, по идее, служить народу США на основе законодательства Соединенных Штатов Америки. А их будут, значит, и вот в этом, вот именно с этой точки, да, подбирать их надо с точки зрения чего? Правильно, с точки зрения профессионализма. И с точки зрения профессионала, как профессионал, ты годишься на эту должность или не годишься? А второй момент это, будешь ли ты соблюдать Конституцию и законы, в данном случае США, или не будешь. Если нет, ты туда не годишься, все просто. Но у Трампа подошли более креативно к этому вопросу, и, значит, они сейчас делают упор на, как они пишут, цитата, «верное исполнение законов и политики президента». Угу, политики президента и законов, что ли, президента, да, это главный критерий их оценка. То есть, да, политика, значит, исполнение политики президента, исполнение то, что хочет Трамп, и является, то есть, ну давайте переведем это на общепонятный язык, да, то есть личная преданность Трампу и является критерием, основным критерием для того, чтобы тот или иной государственный служащий занял свою государственную должность. Не его профессионализм, а именно вот исполнение требований президента. Замечательно, конечно. Да, еще раз говорю, вот эта новость для Пакистана лет там 15 назад, и то казалось бы дикой, потому что, ну есть же законы Пакистана, что ж ты будешь там какому-то Зия-уль-Хаку, условно говоря, это был такой президент в Пакистане, значит, быть верным, а не народу Пакистана. Ну, очевидно, что надо народу быть верным, а не Зия-уль-Хаку. Ну, а вот теперь, как говорится,
Соединенные Штаты Америки пришли приблизительно туда же, где был лет 20 назад Пакистан и где, э, ну, куда сегодня, судя по всему, возвращаются Соединенные Штаты Америки. То есть личная преданность президенту. Ну, если вы посмотрите, что говорят на сегодняшний день любые чиновники из администрации президента США, на всех практически телеканалах или на всех встречах, где их слышат камеры, где они знают, что есть камеры, они всегда говорят: благодаря руководству великого кормчего, благодаря успешному руководству, вот они всегда говорят thanks to our president, то есть, ну, это thanks, это спасибо, да, спасибо, благодаря, ну, это вот как говорят про Ким Чен Ына, благодаря блистательному товарищу Ким Чен Ына северокорейские крестьяне могут теперь есть сочную траву не 3 раза в неделю, а 4 раза в неделю. Вот, мы добились, да? Ну, приблизительно так это сегодня выглядит в Соединенных Штатах Америки. То есть, видите, как оказалось, вот в оплоте демократии, которую мы всегда считали оплотом демократии, этой самой демократии почему-то теперь больше нет. Есть вот чинопочитание в стиле, знаете, Российской империи 19 века или там Пакистана лет 30-40 назад. Вот. Ну или в стиле Северной Кореи, там же тоже блистательный руководитель, такой же, как и Трамп. Единственное, что тут я, конечно, не могу понять, а кто из них больше блестит, Трамп или же Ким Чен Ын. Тут им надо, конечно, встретиться и вот этот момент разобраться, потому что как бы, ну, людям с улицы не сразу понятно, кто из них более великий руководитель. Если к ним еще добавить, конечно, товарища Си из Китая, а также блистательное Пуйло из Кремля, то тут им вообще будет совершенно невозможно разобраться, кто из них наиболее великий руководитель.